На 4-м году официальная российская риторика отчасти вернулась к стилистике первых дней этой войны. Гражданам пытаются снова продать картину мира, в которой боевые действия – процесс односторонний. Одна армия несет потери убитыми, покалеченными и пропавшими без вести, другая победоносно наступает. Пускай продвигается медленно, но зато неумолимо и почти без издержек. Путин в Кремле, Мединский в Стамбуле, Медведев в Твиттере – все они ведут себя так, будто истощается на этой войне исключительно Украина, будто массово гибнут на фронте и страдают в тылу только украинцы. У России же нет ни одной напрасной потери. Это прямая цитата Владимира Путина. Подобное представление о боевых действиях придает речам официальных лиц и работникам гостелевидения удивительную вальяжность. Можно хорохориться, требовать Херсон и Запорожья, ругаться в соцсетях с американскими политиками. Помогает здесь Путину то обстоятельство, что Россия – огромная страна благодаря большой инерции, гигантским расстояниям и сравнительно многочисленному населению. Самые чудовищные и деструктивные процессы можно долго маскировать. Путин может убить и сделать калеками сотни тысяч российских граждан и продолжать в том же духе. Демографическая и экономическая катастрофа все равно не наступит одномоментно. Она растягивается во времени и как бы размазывается по всей стране. Недавно нам на глаза попался дневник российского военного. Автор не раскрывает своего имени и свои дневниковые записи публикует не сам, а через друга, Максима Калашникова, который, напомню, один из самых известных соратников Игоря Стрелкова-Гиркина. На сегодняшний день он опубликовал более 140 записей под общим заголовком «Дневник старика-новобранца». Дневник пишет доброволец, которому на момент подписания контракта было около 60 лет. Определили его в артиллерию. А это род войск, где есть шансы долго оставаться в живых. Никакой пехотинец на этой войне 140 записей сделать не сможет. В пехоте в среднем живут 1-2 атаки. Самое ценное в дневнике старика-новобранца не пространные политологические рассуждения автора и даже не его личный опыт на войне, а те рассказы, которые он записал со слов пехотинцев, с которыми он общался на фронте и в госпиталях. Некоторые из его записей я хотел бы здесь процитировать. Это все звучит очень жутко, но уж как есть, так есть. Первая запись датирована 30 августа 2024 года. Она очень духоподъемная. Забегая вперед, скажу, это единственная запись, сделанная с таким воодушевлением. Буквально на следующий день старику-новобранцу не смогут выдать обувь по размеру, и даже просто ходьба по расположению части превратится в мучение. Но конкретно 30 августа у автора приподнятое настроение. Первый день службы. Теперь я официально военнослужащий российской армии. Чувства просто непередаваемые словами. 42 года назад меня не взяли в армию, признав негодным к строевой службе. В те далекие времена в провинции, в российской глубинке, неслуживший парень считался неправильным. Как ни просился тогда в армию, никто не слушал. Раз врач сказал нельзя, значит нельзя. И вот я стал военнослужащим. Рядовым. Повторюсь, теперь я официально служу России. Идет война. Уже 3-й год. И я не мог оставаться в стороне. Очень много моих товарищей погибло на этой, СВО. Хитрое, лукавое название придумано для этой жестокой кровавой войны. Теперь я на нее смотрю не со стороны, а нахожусь внутри организации, которая должна защитить граждан нашей страны от супостата. Защитить и обеспечить победу российскому государству. Если бы речь шла о литературном произведении, у главного героя было бы какое-то постепенное разочарование. Сначала нарастали бы сомнения, потом им на смену пришло бы переосмысление. Но тут нет постепенности. Реакция на столкновение с реалиями российской армии немедленно и молниеносно. 2 сентября 2024 года. Командир снисходит до общения с солдатской массой. В основном темы его обращений посвящены чистоте в палатках и вокруг палаток, а также внешнему виду военнослужащих. Уверен, что столь рьяное внимание полковника к внешнему виду личного состава говорит о его неспособности организовать учебный процесс. Полк пополняется личным составом вообще без какой-либо подготовки, без серьезного обучения владения оружием, техникой и аппаратурой. Определенно могу сказать по своему полку. Наш полк не готов к ведению боевых действий вообще. Нас размотают, шутя и даже не вспотев. Страшно.
Страшно не за себя, а за те сотни и тысячи ребят, которые погибнут, даже не успев вступить в бой. Ни оружия, ни связи, ни техники. А полк уже должен быть скоро отправлен на фронт. В какой-то степени это предсказание сбудется. Более того, выяснится, что средства связи, технику и вообще всю амуницию, кроме оружия и боеприпасов, надо покупать за свой счет. На что будет уходить денежное довольствие автора дневника и его сослуживцев. А всякие премии, положенные по результатам боевой работы, выплачиваться не будут. Но, как я уже сказал, самое ценное в дневнике не столько личный опыт самого автора, сколько зафиксированные рассказы других военных. Старик-новобранец сообщает, как он пришел к мысли их записывать. 11 сентября 2024 года. Сегодня заступил на суточное дежурство на КПП общежитий для проходящих реабилитацию. Видеть десятки коллег и еще полгода назад вполне здоровых мужиков – зрелище не для впечатлительных и слабонервных. Их эмоциональные рассказы об истории ранений и гибели товарищей можно назвать типичными. Их незамысловатые истории, перемежающиеся крепкими словами, и звучат как приговор тупости и непрофессионализму командиров, безответственности генштабовских горе-стратегов. 6 ноября автор с восторгом пишет, что впервые за 18 дней смог помыться. Судя по дальнейшим записям, удалось это после попадания в госпиталь. Там же он записывает первые подробные рассказы. 10 ноября 2024 года. «Мне невероятно повезло», — повторяет вновь и вновь лежащий на соседней каталке мужичок. У него побитое мелкими осколками лицо. От него пахнет сырой землей, несмотря на то, что его перед операцией тщательно помыли. Он из штурмов, 2 месяца не вылазил из нор, накопанных в лесополосах. Он лежит на каталке и говорит мне еще и еще раз про то, как ему подфартило. Наступил на противопехотную мину. Повезло, что ребята его услышали и быстро вытащили. Повезло, что эвакуационная буханка была рядом. Повезло, что ему оторвало ногу ниже колена. Он сварщик по гражданской специальности, и потому отсутствие ноги не лишит его заработка. Повезло, что теперь он уже не попадет в тот кошмар. Дальше рассказ ведется от лица раненого штурмовика. Дроны кружат над нами беспрерывно, не позволяют шевелиться. Все чаще появляются в небе бесшумные птички. Мало того, что ее не слышишь, так она еще много взрывчатки на себе несет. Все лесопосадки завалены трупами наших солдат. Мы идем по телам наших товарищей, пытавшихся пройти лесопосадку. Мы оставляем за собой своих погибающих. Мы нашли убитого ВСУшного оператора. У него в рюкзаке оказалось 15 птичек. Далее старик-новобранец приводит рассказ солдата, воевавшего в Волчанске. Бои в этом городе начались еще в мае 24-го и идут без перерыва до сих пор. 14 ноября 2024 года. Путь завален обломками, строительным мусором и трупами. Трупы видны везде. Насколько достает глаз, везде мертвецы. Они лежат и в подвале, где мы прячемся. Кто лежит только день, кто 15-й. Погибших и умерших от ран много, они уже лежат в 2-3 слоя вплотную к раненым. Ребята гниют, и санитар не может им ничем помочь. Дышать можно только короткими вздохами. Пойду ли я на фронт еще? Надеюсь, рана будет заживать долго. Когда ты знаешь, что тебя никто не будет спасать, то желание воевать пропадает насовсем. Через неделю автор дневника, наслушавшись подобных историй, делает интересное наблюдение. 21 ноября 2024 года. Обратил внимание на то, что раненые не смотрят теленовости и никаких передач о войне на Украине. Случайно услышанное об очередных победах, подбитой бронетехнике, занятой лесополосе, освобожденном населенном пункте, вызывает у них едкие, злобные, нецензурные высказывания, так как ребята знают, какой ценой это достается. В конце этой записи старик-новобранец пишет фразу, которая у него затем повторяется снова и снова. «Господин министр обороны и верховный главнокомандующий, пора начинать воевать грамотно, всерьез и жестко». Кстати, Максим Калашников в некоторых постах позволяет себе грустно иронизировать над этим повторяющимся заклинанием. Как вы понимаете, эта строчка – чистый ритуал. Спустя 3 года такой войны иллюзий у меня нет. Не начнут. Далее следует рассказ от лица раненого. 29 ноября 2024 года. Второй раз меня зацепило. Пулеметная пуля застряла в ключице. Глухоту и частичную потерю зрения военные врачи за ранения не считают. Мол, они со временем восстановятся.
После первого ранения нас собрали по госпиталям, человек 250-300. Посадили в грузовики и повезли колонной в пункт временной дислокации полка. Какой необучаемый идиот-командир приказал это сделать? Чем ближе к фронту, тем более беспокойство возрастало среди бойцов. Беспокойство тут связано не столько с самим фактом приближения к фронту, сколько с движением длинной колонны. Колонна грузовиков – идеальная мишень для противника. В отличие от одиночной машины, ее легко заметить, заблокировать, уничтожив машины в голове и в хвосте, а затем сжечь целиком. В какой-то момент бойцы начали стучать по кабине с требованием остановиться. Остановились. Часть бойцов, выпрыгнув из кузова, заявила, что дальше они не поедут и что добираться до расположения они будут пешим порядком. Офицеры начали орать про дисциплину, соблюдение приказа и грозились всяческими казнями. Кто-то из солдат забоялся и полез назад в кузов. Человек 30 или чуть больше, пропустив мимо ушей угрозы, пошли пешком. Их не испугало, что до места назначения было больше 20 километров и надвигалась ночь. Кто-то видел кадры уничтоженных колонн, но одной из них, какой точно не скажу, как раз и запечатлены те, кто не решился ослушаться приказа. 200 с лишним убитых и тяжело раненых. И офицер, отдавший приказ, до сих пор командует этим полком. Никто с него не спросил за погибших и покалеченных. Он продолжает посылать людей на штурм, не утруждаясь сбором разведданных и обеспечением огневой поддержки. В конце 24-го в госпитале старику-новобранцу попадается военнослужащий ЧВК. Он записывает несколько рассказов, и вот один из них. 10 декабря 2024 года. Начальники за косой взгляд могут обнулить и объявить без вести пропавшим, объявить самовольно покинувшим часть или сбить до полусмерти, а потом отправить на заведомо невыполнимое задание. Беспредел расширяется. Все чаще и чаще слышно о подобных случаях на фронте. Например, в 37-м полку 25-й армии у бойцов стали забирать жетоны. Смертный жетон забирают. Зачем? За пропавших без вести, а без жетона определить личность становится труднее, выплаты не производят. Никто с командиров не спрашивает за людские потери. В российской армии есть строгий учет материальных ценностей, но не людей. На следующий день автор делает, на мой взгляд, главную запись в дневнике. Это его личные рассуждения и выводы. 11 декабря 2024 года. Видя, как наши бойцы поднимают флаг над развалинами очередного населенного пункта и слыша победные, полные бодрящего энтузиазма речи, задаюсь вопросом. А сколько положили народа, чтобы взять поселок величиной в 3 дома и 2 переулка? Для себя лично составил представление об этой войне на увиденном и услышанном от выживших, но покалеченных бойцов. Их десятки, и то, что они рассказывают, не вызывает оптимизма даже в малой степени. Недавно услышал произнесенную офицером фразу, поразившую меня. Наступление измеряется трупами, а не метрами занятой территории. Как я уже сказал, дневник состоит из примерно 140 записей. С какого-то момента они начинают повторяться, меняются лишь лексика и детали, а в целом одно и то же. На разный лад звучат фразы вроде таких. Каждые 5 метров, если не чаще, по обе стороны от тропинки лежат наши русские мужики. В одном из рассказов капитан, который забирал у бойцов их смертные жетоны, в итоге сам получил пулю от подчиненных. Из примечательного описан случай, когда российский пулеметчик влетает в блиндаж, а там раненый украинский солдат по радиостанции вызывает на себя огонь. Этот эпизод впечатлил Максима Калашникова, и он в свойственной ему манере дописал примечание. Обратите внимание на то, как стойко и смело сражается враг, жертвуя жизнью и вызывая огонь на себя. Не мудрено. С той стороны другая ветвь русов, такая же храбрая и упорная. Допустить войну с ней вместо аншлюса – роковой провал РФ. Что же касается автора дневника, то с 25-го года он начинает описывать то, что мы не раз обсуждали на канале. Раненых, больных и недолеченных российских солдат из тыла гонят обратно на фронт, в том числе на костылях. 2 января 2025 года. На моих глазах произошло шокирующее событие. Событие произошло в Ленинградской области. Перед самым Новым годом всех покалеченных отправили в Донецкую область. Там нечто вроде отстойника с правилами и порядками, более похожими на тюремные. Сам видел, как подсаживали в грузовые машины людей с костылями. Оказывается, отправляют тех, кто по разным зависящим и независящим от них причинам затянул с лечением. Командир полка прямо сказал, что более 10 дней терпеть нас, раненых, не будет. Мол, как хотите, успевайте доказать, что вам действительно требуется лечение или операция. Не докажешь – все, на фронт.
Вскоре автор сам побывает в таких вот, как он говорит, отстойниках. По форме и по сути они представляют собой тюрьмы на прифронтовой территории. Только сажают туда не за преступление, а за то, что ты получил ранение. И отпускают оттуда не на свободу, а на фронт. В этом отстойнике старик-новобранец записывает такой рассказ. Поселок в 40 дворов. Наш полк пытался взять его 1,5 месяца, штурм за штурмом. Без использования авиации, без должной поддержки артиллерией. Ходили на штурм хорошо укрепленного противника с автоматами и гранатометами. Чтобы применить их, нужно было пройти буквально через град дронов камикадзе. Это же ужас, сколько народу гибнет только на сближении с врагом. За 1,5 месяца только убитыми с нашей стороны мы потеряли более 500 человек. Командир батальона под позывным «Тигр» так и говорил. «Сегодня вы все поляжете, так завтра мне еще пришлют 200 или 300 таких же долбоебов». «Тигр» — это полковник Алексей Ксенофонтов, почему-то обладатель звания Героя России. На тот момент командир печально известной 25-й гвардейской мотострелковой бригады, в которой под его руководством бесследно исчезли тысячи людей. Полковник этот фигурирует во многих видеообращениях от родственников пропавших солдат, а другу Ксенофонтова, Владимиру Соловьеву, даже приходится делать эфиры в поддержку офицера. Но вернемся к судьбе автора дневника. 2 февраля 2025 года. Мытарства по госпиталям закончились. Еду на фронт. За проведенное время в лечебных учреждениях, принадлежащих Министерству обороны, приемлемого лечения так и не получил. Нога болит, не переставая, и не гнется даже при волевых усилиях. Медики и командование решили, что военнослужащий с поврежденной конечностью на костылях вполне пригоден к выполнению боевых задач. Старик-новобранец на момент написания сценария этого ролика все еще жив и регулярно отсылает заметки Максиму Калашникову. Здоровенный дневник можно рассматривать с разных сторон. Я же решил отобрать наиболее красноречивые записи об этой войне. В конце я бы вот о чем хотел сказать. На прошлой неделе Министерство обороны заявило о победе в сражении за Часов Яр, которое длилось 16 месяцев подряд. Победное настроение охватило СМИ и телеграм-каналы. Как-то даже неловко говорить в 1000-й раз. Речь тут не про новое взятие Берлина. Российские войска уничтожили до состояния бетонной крошки очередной русскоязычный город на Донбассе, который ничем не отличается от провинциальных городков России. 12 тысяч жителей Часова Яра, которые говорили с нами на одном языке, читали те же книги, смотрели те же советские фильмы. Все они, кто не погиб под снарядами и бомбами, стали бездомными беженцами где-то на западе Украины. Непонятно, чему тут можно радоваться, однако в государственных СМИ начался по этому поводу настоящий праздник. А жители Часова Яра задним числом исключены из категории «наши люди на Донбассе». Они теперь украинцы, и их не жалко, так им и надо. Мы уже не раз подмечали характерный подход в работе путинских пропагандистов. Если захваченный город уцелел, как, например, Бердянск, значит, там наши русские люди. Если же город уничтожен, значит, проживало там враждебное украинское население. Правда, есть нюанс. Если после уничтожения населенного пункта из подвалов и погребов навстречу российской армии выходят последние оставшиеся местные жители, то это наши, русские. Их можно показывать по телевизору в роли людей, дождавшихся освобождения. Можно потом картинно восхищаться тем, как они выживают среди сплошных руин, без воды и света, как умудряются не замерзнуть насмерть зимой. Ну а кто из подвала наружу не вышел, а погиб под бомбой, тот, значит, был не русский, а украинец. Вот так вот. Но такие пропагандистские трюки не дают ответа на другой вопрос. А как быть с российскими солдатами, которые погибли, пропали без вести или получили непоправимые увечья в ходе боев за эти города или то, что от них остается? Как быть с их семьями? Их так просто не выпишешь из наших людей, ведь это граждане России. Путинская система стремится делать вид, что этих граждан не существует. Новостные агентства предлагают любоваться абстрактной картой, где теперь закрашен новый участок местности. Взятие Часова Яра обставлено как удачный ход в настольной игре. Как будто после 500 дней непрерывных боев за город в российской армии нет ни убитых, ни покалеченных. Ни тех мобилизованных, кто с 22 года не видел собственных детей и жену. Даже если они живы и целы, их жизнь, которую можно было посвятить семье, работе, уходит на бои за руины пятиэтажек. На бесконечной войне, у которой нет ни цели, ни смысла. До завтра.